Если окинуть взглядом нашу Вселенную, то можно увидеть, что она пронизана множеством сияющих галактических нитей и стен. Между ними простираются обширные участки глубочайшей пустоты диаметром в сотни миллионов световых лет, которые называют войдами. Эти грандиозные космические провалы достигают столь невероятных размеров, что крупнейшие галактики кажутся песчинками на их фоне. А некоторые звезды сгорают дотла быстрее, чем фотон пролетает путь от одного края космической бездны до другого. Даже вездесущее эхо Большого Взрыва затихает в их бескрайних глубинах, хранящих множество тайн и загадок. А значит, пришла пора отправиться в самое сердце великой космической пустоты. Космо. Первый космический. С точки зрения масштабности космоса, наша планета — это всего лишь небольшой каменистый обломок с огромной скоростью, летящий сквозь бескрайнюю пустоту. В течение миллиардов лет он кружит по своей орбите, сохраняя дистанцию около 150 миллионов километров от Солнца. Однако истинные размеры нашей системы гораздо больше. Согласно современным представлениям, ее внешняя граница, которой считается дальний край гипотетического облака Оорта, пролегает на расстоянии около 100 тысяч астрономических единиц. За этим рубежом начинается бескрайняя бездна межзвездного вакуума. Пространство столь разреженного, что на один его кубический сантиметр приходится в среднем всего лишь один единственный атом водорода. Расстояние между ближайшими звездами в нашем участке галактики составляет порядка нескольких световых лет, и фотон, покинувший Солнце, способен достигнуть Проксимы Центавра, ни разу не столкнувшись с частицей вещества. Эта бескрайняя пустота является всепроникающей и неотъемлемой частью глубинной структуры космоса. Она пронизывает весь Млечный Путь, непреодолимой пропастью разделяя звезды и планеты, черные дыры и белые карлики, сверхплотные пульсары и рассеянные туманности. Если же перенестись за пределы галактики, то можно увидеть, что она окружена еще более глубоким вакуумом. Например, между нами и галактикой Андромеды лежит 2,5 миллиона световых лет сверхразреженного пространства. Это расстояние столь огромно, что в нем могли бы поместиться 25 галактик, подобных нашей. Однако его заполняет лишь глубочайший космический вакуум. И это лишь малая часть великой космической бездны. Всепроникающие невидимые нити гравитации связывают воедино Млечный Путь, туманность Андромеды и галактику Треугольника, а также порядка сотни их спутников. Эта структура называется местной группой и представляет собой крупное скопление космической материи диаметром около 10 миллионов световых лет. В свою очередь, местная группа является частью еще более масштабного образования, относительно небольшой по меркам Вселенной галактической нити, называемой местным листом. Эта уплощенная структура, состоящая из нескольких сотен галактик, имеет диаметр около 46 миллионов световых лет и толщину порядка 5 миллионов световых лет. Лист же входит в состав еще более крупного объединения, называемого сверхскоплением Девы. Однако, совсем рядом с местным листом космическое пространство внезапно меняет свой облик. Здесь привычное разноцветие Вселенной нарушается гигантским черным провалом, известным как местная пустота или локальный войд. Фактически местный лист является одной из его стенок. Другими же условными границами служат сверхскопление Персея рыб и суперкластер павлина-индейца. В то же время войд разделен на условные части несколькими разреженными галактическими нитями, а широкие проходы связывают его в единую сеть с лежащими рядом пустотами Скульптора и Геркулеса.
Из-за космологического расширения Вселенной и гравитационного влияния окружающей материи объем локального войда медленно увеличивается. В настоящее время его диаметр составляет порядка 150 миллионов световых лет, а расстояние до центра насчитывает не менее 70 миллионов световых лет. Между тем, ближайший край данной космической пустоты расположен совсем недалеко от Земли, на расстоянии около 3,2 миллиона световых лет. Благодаря этой близости местный войд занимает существенную часть ночного неба нашей планеты – около 40%. Главная плоскость Млечного Пути, содержащая много ярких звезд и крупных туманностей, закрывает от нас центральную часть данной области. Однако ее края остаются доступными для наблюдения. В 1854 году, немного севернее созвездия Геркулеса, была обнаружена карликовая спиральная галактика, получившая название NGC 6503. Позже, с развитием наблюдательной техники, стало известно, что она расположена посреди локального войда, а ее отличительной особенностью является невероятное многоцветие внешнего вида. Спиральные рукава галактики пронизаны ярко-красными сгустками нагретого водорода, а сияющие голубые туманности являются местами рождения звезд. Центр же затемнен облаками прохладного газа и пыли, имеющими благородный коричневый цвет. Диаметр NGC 6503 составляет около 30 тысяч световых лет, а расстояние от Земли достигает 17 миллионов световых лет. Благодаря притяжению сверхскопления Девы, данная галактика приближается к нам со скоростью около 43 км в секунду. Считается, что постепенное сближение с местным листом в конечном итоге насытит ее пространство межзвездным водородом, что спровоцирует рост звездообразования. Согласно расчетам, через несколько миллиардов лет число молодых звезд может увеличиться вдвое от нынешнего количества, и маленькая галактика засияет с новой силой. Движение NGC 6503 является наглядной демонстрацией того, как же, вероятнее всего, образовались войды. Считается, что основы крупномасштабной структуры Вселенной были заложены еще в первые минуты ее существования, во времена хаотического смешения материи и энергии. Космические катаклизмы невероятной мощи сотрясали молодую Вселенную, образуя локальные уплотнения и пустоты. Впоследствии сгустки материи стали протогалактическими облаками, а пространство пониженной плотности – войдами. Со временем всепроникающее влияние гравитации усилило этот контраст, стянув звезды и космический газ в относительно плотные скопления, что сделало пространство войдов еще более разряженным. Наблюдения показывают, что подавляющее большинство галактик образовалось в период от 10 до 13 миллиардов лет назад. Кроме того, существенных различий между возрастом галактик, расположенных в пустотах, и теми, что формируют глобальные нити, не замечено. Этот факт также подтверждает современную теорию формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Между тем, зная о космологическом расширении пространства, можно предположить, что со временем локальный войд будет становиться больше и разряженнее, а сверхскопление Девы постепенно распадется на несколько независимых групп. В настоящее же время оно представляет собой объединение из приблизительно 30 тысяч галактик, сосредоточенных в области пространства диаметром порядка 200 миллионов световых лет. При этом общая масса скопления составляет около 1,5 квадриллионов солнечных, что аналогично примерно 1000 таких галактик, как Млечный Путь. Сверхскопление Девы частично соприкасается с двумя другими галактическими суперкластерами Центавра и Павлина-Индейца. В то же время еще одна его сторона граничит с обширной областью, практически лишенной материи. Она называется Войдом Тельца
и является одной из крупнейших известных космических пустот. Исследование данного участка космического пространства сталкивается с большими трудностями. Все дело в том, что большая часть Войда лежит в так называемой области избегания, секторе, закрытом от нас плоскостью Млечного Пути. Яркие звезды нашей галактики затмевают более слабые и далекие источники, а межзвездное вещество поглощает и рассеивает их свет. Однако благодаря исследованиям в инфракрасном диапазоне мы все же имеем некоторое представление о структуре данного Войда. Диаметр этой грандиозной пустоты составляет порядка 200 миллионов световых лет, а расстояние до центра равно примерно 150 миллионам световых лет. При наблюдении за Войдом в глаза сразу бросается удивительно четкая граница между относительно пустым пространством и ярким скоплением галактик, находящихся заметно дальше. Оно называется сверхскоплением Персея-рыб и является одним из крупнейших в этой части Вселенной. Столь резкий переход характерен для пылевых облаков, однако инфракрасные исследования не подтверждают их наличие. По всей вероятности, четкая граница между Войдом и сверхскоплением обусловлена гравитационными причинами, но точный механизм их действия нам еще только предстоит выяснить. Между тем предполагается, что Войд Тельца, как и большинство других космических пустот, не так пуст, как можно себе представить. Искажения света, проходящего через него, позволяют предположить, что данная область может скрывать в своих глубинах гигантские газопылевые облака – колыбели будущих галактик. Согласно другим гипотезам, внутри Войда могут прятаться огромные массы темной материи, наиболее загадочные субстанции во Вселенной, свойства которой до сих пор не до конца изучены. Наиболее смелые идеи помещают в центры космических пустот сгустки антивещества или еще более экзотической материи, обладающей отрицательной массой. Тем не менее, несмотря на смелость, эти гипотезы лежат уже за пределами общепринятых научных концепций, из-за чего экспериментально проверить их достаточно сложно. В настоящее время обнаружено лишь две отдельные галактики, затерянные в пространстве гигантского Войда. Одна из них, UGC 2627, имеет спиральную структуру и похожа на Млечный Путь. Вторая же известна как UGC 2629 и относится к эллиптическим карликовым галактикам. Оба объекта расположены практически в самом сердце Войда, на расстоянии около 185 миллионов световых лет от нас. Дистанция же между ними невелика и лежит в пределах нескольких сотен тысяч световых лет. Возможно, в пустом пространстве скрываются и другие одиночные галактики, но диск Млечного Пути не позволяет их увидеть. Между тем, сверхскопление Девы вместе с 4 другими суперкластерами образует гигантскую галактическую нить под названием Ланиакея. Она содержит более 100 тысяч галактик и протянулась в космическом пространстве более чем на 500 миллионов световых лет. Ее гравитационным центром является Великий Аттрактор, загадочное сверхскопление галактик, расположенное в 250 миллионах световых лет от Земли. В свою очередь, Ланиакея входит в состав обширного галактического потока, а удалившись еще сильнее, можно заметить, что большую его часть окружает черная бездна невиданных масштабов. В ее пустоте тонет свет далеких галактик, и даже таинственным и неуловимым нейтрино требуются миллиарды лет, чтобы пересечь эту космическую пропасть. И трудно поверить, что несмотря на все развитие наблюдательной техники, столь гигантскую пустоту заметили всего 10 лет назад. 2013 год. Университет Висконсин-Мэдисон. Команда астрономов во главе с профессором Эми Бергер
занимается определением удаленности галактик. В процессе исследования обнаруживается неожиданный и ошеломляющий факт. Оказалось, что Ланиакея, а также большая часть прилегающих к ней суперкластеров окружены космической пустотой невиданных масштабов. Проведя вычисления, ученые обнаружили, что ее диаметр превышает размеры любого известного ранее войда. Масштабы обнаруженной пустоты оказались столь огромны, что поставили под сомнение несколько фундаментальных космологических принципов. Очевидно, Вселенная оказалась гораздо сложнее, чем мы себе представляли. Исследования Эми Бергер, Райана Киннона и Ленокса Коуи привели, по всей видимости, к одному из величайших астрономических открытий последних лет. Их работы показали, что наша галактика вместе с ее окружением расположена посреди крупнейшего супервойда, известного науке. Он получил название KBC по первым буквам имен первооткрывателей. Наблюдения показывают, что форма гигантской пустоты близка к сферической, а диаметр может превышать 2 миллиарда световых лет. Согласно расчетам, Млечный Путь расположен в нескольких сотнях миллионов световых лет от условного центра Великой космической бездны и примерно на том же расстоянии от ее края. Обнаружение гигантского пузыря пустоты, окружающего Ланиакею, позволило объяснить парадокс, не дававший покоя ученым в течение многих лет. Дело в том, что все галактики во Вселенной постепенно разлетаются благодаря космологическому расширению. Измерение скорости этого движения позволяет рассчитать так называемую постоянную Хаббла, фундаментальную физическую константу, характеризующую скорость расширения пространства. Однако, если взять для расчета постоянные Хаббла ближайшие к нам галактики, то окажется, что прочая Вселенная расширяется слишком медленно. И наоборот, если взять за основу далекие объекты, то окружение Млечного Пути движется быстрее, чем должно. Открытие Войда поставило все на свои места. Дело в том, что галактики внутри него, включая Млечный Путь и его соседей, постоянно испытывают дополнительное гравитационное воздействие со стороны объектов за пределами Войда. Оно и создает добавочное усилие, которое постепенно растягивает наше скопление в разные стороны. Также удивительно то, что Войд KBC настолько огромен, что включает в себя не только сверхскопление галактик, но и другие пустоты. Например, местная пустота, как и Войд Тельца, являются составной частью его структуры. Выходит, что по сравнению с другими Войдами KBC выглядит хоть и крупным, но не таким уж пустым. Тем не менее, на фоне наблюдаемой части Вселенной, диаметр которой, согласно расчетам, достигает 92 миллиардов световых лет, даже он всего лишь едва заметное темное пятнышко. Если же мы рассмотрим глобальную карту Вселенной, то увидим на ней множество темных пятен, по своим масштабам близких к Войду KBC. Большинство из них легко укладываются в рамки современных физических теорий. Другие же проявляют удивительные и странные свойства, с трудом объяснимые с точки зрения науки. И одной из наиболее примечательных таких космических загадок является супервойд Эридана, известный также как реликтовое холодное пятно. Согласно расчетам, его диаметр составляет от 500 миллионов до 1 миллиарда световых лет, а дистанция от Млечного Пути лежит в пределах от 6 до 10 миллиардов световых лет. Это значит, что данное образование является одним из наиболее обширных элементов крупномасштабной структуры Вселенной. Войд расположен в южном полушарии земного небосвода и занимает на нем внушительную площадь, в несколько раз больше полной Луны. Однако разглядеть его невооруженным глазом невозможно. Реликтовое пятно заметно только при помощи специальных телескопов, изучающих космос в микроволновом спектре. Благодаря им
Астрономы обнаружили, что в пределах пятна реликтовое излучение Вселенной примерно на 70 микрокельвинов холоднее, чем в среднем по метагалактике. Это отклонение почти в 4 раза превышает самую сильную аномалию, зафиксированную ранее, а гигантские размеры делают его поистине загадочным объектом, требующим всестороннего изучения. В настоящее время считается, что реликтовое излучение, проходя через сотни миллионов световых лет глубокого вакуума, испытывает гравитационное воздействие от далеких галактических сверхскоплений. Это заставляет всепроникающее эхо Большого взрыва терять энергию, из-за чего реликтовое пятно выглядит на снимках холоднее, чем его окружение. Тем не менее, данный эффект не способен в полной мере объяснить чрезмерное остывание реликтового излучения. Согласно расчетам, притяжение внешних галактик может объяснить лишь четверть наблюдаемого отклонения. Предполагается, что остальные 75% эффекта могут быть следствием воздействия гипотетической темной материи или темной энергии, сосредоточенной в глубинах Войда. Однако по-настоящему раскрыть эту космическую тайну нам предстоит еще очень нескоро. Наблюдая за космосом, мы видим сотни миллионов галактик, рассеянных в пространстве, каждая из которых включает в себя миллиарды всевозможных светил, триллионы планет и бесчисленное множество других небесных тел. Это бесконечное разнообразие создает гигантские космические структуры, охватывая пространство сияющей сетью. Но все это лишь блестящая пыль на фоне великой пустоты, заполняющей Вселенную. Эта пустота и есть истинный космос, загадочный и опасный. Может быть, в ее глубинах скрыты ответы на ключевые загадки мироздания. А может быть, там нет ничего, кроме бесконечной тьмы, с трудом осознаваемой разумом. Узнаем ли мы однажды ее тайны, покажет лишь время.